Здравствуйте, меня зовут Алина Ананди. Я очень рада, что вам понравилось видео для канала ProBeauty KZ от студии Сфера йоги для начинающих. Большое спасибо за все ваши отзывы, комментарии, за то, что вы действительно занимаетесь. По вашим просьбам подготовила следующее занятие номер 2, которое будет продолжением. Ну что, давайте сразу начинать, и пока вы себе располагаете удобное пространство, я расскажу, что этот комплекс, он для начинающих, но, конечно, есть противопоказания. Если были недавние операции, не прошло еще полгода, какие-то полостные операции, либо если были травмы, если есть серьезные заболевания с сердцем, либо грыжи. В остальных случаях вы можете делать очень аккуратно, либо писать мне в личку, и тогда мы обсудим уже ваши диагнозы более подробно. Во всех остальных случаях, неважно сколько вам лет, как у вас состояние здоровья, настроение, начинайте, потому что после занятия вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Итак, мы начнем с настройки на занятие. Садитесь, пожалуйста, удобно. Если вам неудобно сидеть со скрещенными ногами, то можете выпрямить их перед собой, либо сесть на стул. Средний вариант, когда мы колени располагаем пониже, чтобы бедра раскрывались. Итак, занятия йогой начинаются всегда с тишины, чтобы вы могли успокоить ум, отпустить лишние мысли. Закройте, пожалуйста, глаза. И сделайте глубокий вдох и длинный выдох. И теперь то же самое, но с выдохом расслабьте все ваши мышцы. И еще один цикл дыхания сделайте мягкий, расслабленный, без звуков, без усилий, чтобы дыхание текло своим ритмом. Если какие-то мысли еще остались в голове, то спокойно пропускайте их дальше. И, пожалуйста, сохраняйте концентрацию внимания на своем теле в течение всего занятия. Мы начнем с вами с разминки, разогреем тело. Садитесь удобно, начнем с шеи. Опустите, пожалуйста, подбородок вниз и начнем с круговых вращений. Круг в одну сторону, круг в другую. Дыхание при этом естественное. Вы можете о нем не думать, просто проверяйте, что вы дыхание не задерживаете. Глаза лучше закрыть. И в этот момент постарайтесь, чтобы шея была всегда удлиненной. Сильно ее не сгибайте. Угу. Затем наклон в любую сторону. 5, 4, 3, 2, 1. В другую сторону. 5, 4, 3, 2, 1. Наклон подбородком к груди. 5, 4, 3, 2, 1. Очень хорошо. И еще несколько круговых вращений. Почувствуйте, что шея уже становится мягче, все движения легче. Угу. Переходим с вами дальше, разогреем плечи. Очень часто мы плечи напрягаем зря. Вот сейчас почувствуйте, что работают только плечи. Руки расслаблены, плечевыми суставами делаем вращение назад, не напрягая ни одну лишнюю мышцу. Глаза можете закрыть и проверить, что пальцы рук расслаблены, живот расслаблен, дыхание. И теперь вперед. Отлично, очень хорошо. Идем с вами дальше, разогреем весь корпус. Вдох, вытяжение вверх, выдох, скрутка. Вдох вверх, выдох, скрутка. Двигайтесь так, как вы дышите. И обратите внимание, что спина остается ровной. Я никуда не наклоняюсь, как будто бы кручусь вокруг оси позвоночника. Отлично, очень хорошо. И еще одно разогревающее движение. Руки параллельно полу, плечи расслабьте. Опускаем одну руку вниз, можно на локоть, можно оставить на ладони, и вторую вытягиваем, насколько получается. Мне удобно локоть положить, поэтому я полностью опираюсь. Несколько глубоких дыханий. Вы можете всегда локоть выпрямить. Вдох.
Вдох, длинный выдох, дыхание легкое. И со вдохом поднимаем вверх, в обратную сторону. Почувствуйте, как мягко вытягивается боковая сторона тела. Если дискомфорт, просто локоть выше. И еще раз глубокий вдох, длинный выдох. Отлично, со вдохом вверх. И с вами разогреем еще тазобедренный. Стопы вместе, упражнение бабочка. Здесь может быть несколько вариантов. Если вам неудобно, да, спина сутулится, руки держите за спиной. Разогреваем только бедра. И очень важный здесь момент, что когда тело двигается активно, дыхание все равно может оставаться глубоким. Поэтому дышим глубоко. Еще 10 секунд. Отлично. И теперь примите, пожалуйста, удобное положение. Мы начнем с вами с практики дыхания, потому что эта практика будет воздействовать глубже, чем асаны. Я сейчас включу метроном. Вы, пожалуйста, подышите с пропорцией 1 к 2. Например, вы делаете вдох на 3, выдох на 6. Или, может быть, у вас уже получается вдох на 5, выдох на 10. Итак, закройте глаза, руки на коленях. Можно ладони вниз опустить, можно держать в мудре йоговской, большой указательный пальцы вместе. И дышим пропорцией 1 к 2. Во время глубокого дыхания успокаивается ум, поток мыслей становится гораздо меньше, и это хорошая практика концентрации внимания. Глаза закрыты, плечи, шея расслаблены. Дышим еще 1 минуту. Продолжаем дышать. С каждым разом ваша пропорция будет становиться больше. И когда-нибудь обязательно получится 10 на 20 или больше. После очередного выдоха плавно откройте глаза, дышим обычно. И очень важно отследить после дыхания свое ощущение. Сделайте еще раз глубокий вдох и длинный выдох. И сегодня я научу вас еще одной технике дыхания, которая называется дыхание по квадрату. Здесь уже мы будем делать вдох, задержку, выдох и задержку на 4 счета. Вдох на 4, задержка на 4, выдох на 4 и задержка на 4. Если вдруг вам будет тяжело дышать по четверкам, вы можете делать с цифрой 3. Итак, давайте попробуем. Точно так же садимся удобно, глаза закрыты. И начинаем дышать дыханием по квадрату. Вдох на 4, задержка. Выдох на 4, задержка, вдох на 4, задержка, выдох на 4, задержка. Продолжайте самостоятельно еще в течение минуты.
Последние 20. И когда вы сделаете выдох, дыхание становится обычным, вы уже можете его не считать. И, пожалуйста, отследите свое ощущение после практики дыхания. Сейчас мы разогрели глубокие внутренние мышцы тела и сделали воздействие на дыхательную систему. А теперь переходим к асанам. Начнем с первой позы, которую вы уже знаете, но мы ее сегодня усложним. Это поза кошки. Переходим на 4 точки опоры. Руки под плечами, колени на ширине бедер. Найдите такое положение, чтобы вам было удобно, и полностью все расслабьте. Если вдруг коленям будет некомфортно, можете постелить плед. Итак, движение кошки, которое вы знаете. Вдох, круглая спина, выдох, прогиб. Вдох, выдох, вдох, выдох. Продолжаем в течение минуты. И здесь почувствуйте, пожалуйста, что руки прямые, двигается только спина. Закройте глаза и двигайтесь в своем удовольствии. Еще несколько раз. Тело начинает согреваться, это очень хорошо. И теперь задержимся в верхнем положении. Вдох, круглая спина, остаемся здесь и попробуйте вытолкнуть точку между лопатками. Стараемся толкать и ладонями, и коленями. Дышим глубоко. Шея расслаблена, руки прямые. Очень хорошо. И спина нейтральная. И теперь продолжаем с усложнением. Из позы кошки будем выходить в скрутку, которая вам позволит раскрыть грудной отдел и расслабить плечи и шею. Правая рука остается на полу, левой со вдохом поднимаем вверх, насколько получается. Вдох. И с выдохом опускаем вниз. Еще несколько раз. Вверх, вдох, выдох, вниз. Если с прямой рукой будет некомфортно или больно, вы, пожалуйста, делайте ее согнутой, да, полусогнутой, как вариант. И еще несколько раз. Если шея позволяет, смотрим на пальцы, вытянутые вверх руки. И теперь самое полезное. Оставляем руку наверху, держим 10 секунд всего лишь. Если шея устает, голову опускайте вниз. Если все нормально, смотрим вверх. Раскрываем грудной, нижней рукой сильно толкаем пол. 5, 4, 3, 2, 1. Очень хорошо, опускаем вниз. Несколько движений кошки. Вдох, круглая спина, выдох, прогиб. Снимаем все напряжение. И на вторую сторону. Левую руку оставляем, правую поднимаем вверх. Вдох, вверх, выдох, вниз. Вдох, вверх, выдох, вниз. Вдох, вверх, выдох, вниз. Еще 2. Вдох, вверх, выдох, вниз. И последний. Вдох, вверх, выдох, вниз. И задержимся. Поднимаем руку вверх. Почувствуйте, что опорная рука очень сильная, толкает пол. Про шею не забывайте, шея расслаблена. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Несколько движений кошки. Снимаем все напряжение. Уже вы знаете, как это делать, поэтому закройте глаза. И немножко отдохнем. Поза кролик, вытяжение спины, колени пошире, руки вытягиваем перед собой. Чем дальше вы их сможете вытянуть, тем лучше вытягиваем спину.
Если получается, лоб кладем на пол. Если лоб до пола не достает, ставим кулак на кулак и точно так же кулак убираем дальше на вытяжение позвоночника. Итак, закройте глаза и подышите очень глубоко, чтобы спина расширялась. Отлично. Мы с вами переходим в собаку мордой вниз, переходим к основным асанам. Для этого нужно просто подняться наверх и сначала разогреем ноги. Перешагиваем с одной пяточки на другую. Дыхание легкое, расслабленное. Почувствуйте, что одной дотягиваетесь до пола и усиливаем таким образом растяжку. И в конце остаемся в собаке мордой вниз. Это одна из самых любимых поз в йоге. Но если в ней не получается спину выпрямить, вы можете колени немножечко согнуть. Спина становится ровной. У кого получается, пожалуйста, колени толкаем назад, пяточки ставим на пол. И проверьте, чтобы в шее не было напряжения, чтобы плечи были нейтральными. Итак, закройте глаза. И в этом положении, это у нас уже второе занятие, мы продержимся еще 20 секунд. Проверяем, как дышим. Стараемся вытолкнуть колени назад. Если устаете, опускайтесь раньше. Приготовьтесь. Сейчас мы будем делать переход в позицию стоя. Для этого вам нужно шагнуть правой ногой вместо правой ладони. Если так не получается, то сделайте несколько перешагов, как вам удобно. Если шагаем именно в точку ладони, то ноги находятся на идеальном расстоянии относительно длины ваших ног, анатомическая длина. Итак, приготовьтесь. Вспомним наш вытянутый треугольник, который мы делали на прошлом занятии, и сейчас мы его будем усложнять. Удхита Триконасана, вытянутый треугольник. Правая пятка смотрит в центр левой стопы, руки параллельно полу. Вдох и с выдохом наклон вниз, насколько позволяет ваша растяжка. Если спина начинает сутулиться, оставайтесь, пожалуйста, наверху. Если все нормально, вы можете уйти вниз, остаемся внизу, держась за ногу либо за пол. Взгляд на пальцы, вытянутые вверх руки. Сейчас, это уже второе видео, мы можем с вами эту асану выдержать еще полминутки. Здесь расслабьте, пожалуйста, дыхание. Если в процессе позы вы чувствуете, что мышцы тянутся чрезмерно, да, просто поднимайтесь по ноге выше. Грудь дышит легко, живот двигается легко. И отсюда я покажу вам эту же асану, но в варианте со скруткой. Она гораздо интенсивней, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратней. Вдох. Поднимаемся вверх и с выдохом скрутка. Если вы начинающий практик, просто руку ставим на ногу, либо вы можете использовать, не знаю, поставить книжки, да? У кого получается, руку ставим на пол. И все то же самое, но со скруткой. Для первого раза 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Со вдохом вверх. Возвращаемся в исходное положение. Расслабьте руки, сделайте глубокий вдох. Выдох. Чем дольше мы держим асаны, тем больше от них эффект. Вы будете чувствовать, что тело становится горячим. Разворачиваем в другую сторону. Левую влево, правую влево 45 градусов. Руки параллельно полу. Удхита Триконасана, вытянутый треугольник, который вы уже знаете. Итак, держим. Либо за пол, либо за ногу. И здесь проверьте, пожалуйста, что ваша шея расслаблена, плечи немножко отодвигаем от головы. Дышим полной грудью, колени подтянуты. И уже мысленно готовьтесь к скрутке, к новым ощущениям от своего тела. Еще 20 секунд. 10.
Со вдохом вверх и меняем руки местами. Правую руку ставим на левую ногу, либо на пол. Если так совсем тяжело, то, пожалуйста, делайте предыдущий, хорошо? Без скрутки. Однажды он получится. 10 секунд. Дышим. Почувствуйте ощущения в мышцах ног, спины. 3, 2, 1. Со вдохом вверх и расслабляем. Сделайте глубокий вдох, выдох. И со временем вы можете использовать дыхание так, что с помощью 2 дыханий вы можете абсолютно расслабиться. Попробуйте почувствовать. Закройте глаза и еще раз глубокий вдох. И с выдохом выдыхаем все напряжения. Мы с вами идем дальше. Прошлое занятие делали воин номер 1, номер 2. Сейчас мы его будем усложнять. Правой ногой разворачиваем вправо, левую оставляем вправо и сгибаем колено 90 градусов. Возможно, вы сделаете шаг шире, так, чтобы вам было комфортно. Чем выше, тем легче. В идеале колено 90 градусов. Руки параллельно полу. Это воин номер 2. Вы его знаете. Сегодня мы его выполним дольше, уже 40 секунд. Итак, взгляд на пальцы правой руки. Плечи расслабьте. Время пошло. И на самом деле вы можете всегда выходить раньше. Не нужно ждать до конца, если уже устаете. Но если вы дышите глубоко, естественно, не задерживаете дыхание, то эти 40 секунд пролетают очень быстро. Почувствуйте силу ваших ног, почувствуйте вес рук, плеч. И отсюда мы перейдем в усложненную версию, добавим небольшой прогиб. У кого есть проблемы со спиной, пожалуйста, будьте аккуратны. Левую руку оставляем на левом бедре, правую уводим назад, насколько получается. Раскрываем правую часть груди, правое плечо. Если позволяет растяжка, то наклон назад. Если так больно, остаемся на половине. И 3 глубоких дыхания. Шею расслабляете. Выдох. И со вдохом поднимаемся. Воин номер 2. Выпрямляем ногу, возвращаемся к центру. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох. И выдох. И на вторую сторону приготовьтесь, воин номер 2. Разворачиваем левую влево, правая тоже влево, около 45 градусов. Сгибаем колено до комфортной высоты бедер, руки параллельно полу. Почувствуйте, пожалуйста, здесь абсолютно раскрытую область груди, живота, как будто бы тело становится шире, пространство больше. Смотрим на пальцы левой руки. У кого есть напряжение в плечах, плечи опускайте вниз, сознательно их расслабляйте. Можете руки увести немного назад. Итак, взгляд сконцентрирован, дышим глубоко. Я считаю еще 20 секунд, постарайтесь выдержать. Почувствуйте, как вы дышите, какое у вас дыхание. Почувствуйте силу ваших ног. Последние 5. И приготовьтесь. Вторая версия. Добавляем прогиб. Правая рука на бедро, левую уводим назад. Любой комфортный режим. Вы можете сделать глубокий прогиб. Можете остаться на половине. 3 дыхания. Глубокий вдох. Выдох. И еще раз глубокий вдох. Выдох. И последний раз. Со вдохом вверх, возвращаемся к центру и подшагиваем ближе к ногам. После интенсивных прогибов очень полезно сделать компенсацию, чтобы напряжение не оставалось. Для этого мы выполним наклон вперед, ноги на ширине бедер, руки за локти и наклон комфортный. У кого-то получится уйти глубоко вниз, кто-то останется на половине, но самое важное — расслабить все тело. Вы можете подвигаться, покачаться, почувствовать, что напряжения нет. И потом зафиксируйте это положение, вес тела переносится вперед, на пальчики ног.
Здесь 3 глубоких дыхания. Поднимаемся очень аккуратно на вдохе. Можете колени согнуть. Вдох, руки вверх и расслабляем. Дальше мы переходим на живот и выполним с вами более интенсивные прогибы на укрепление позвоночника. Итак, мы подошли с вами к одной из самых полезных асан, прогиб назад, сфинкс и кобра. Сфинкс вы уже знаете, сегодня я научу вас более сложной ее версии. Итак, поза сфинкс. Локти укладываем под плечами, ладони параллельны, пальчики рук пошире. Здесь, если вы уже чувствуете, что в спине напряжение есть, дальше, пожалуйста, не идите. Если все нормально, чувствуете себя комфортно, мы переходим к кобре. Поза кобры. Пальцы ног вместе, пятки расслаблены. И очень медленно выпрямляем руки в локтях, не отрывая бедра. Если бедра оторвались, то на поясницу будет чрезмерная нагрузка. Поэтому здесь почувствуйте, комфортно ли вам. Если все нормально, остаемся здесь. Если чувствуете напряжение, можете локти немного согнуть. Итак, поза кобры. Сделаем 2 подхода по 20 секунд. Остаемся здесь, глаза закройте. И обязательно дышим глубоко. Дыхание естественное, оно позволит вам избавиться от внутреннего напряжения. Попробуйте расслаблять мышцы ног, ягодицы, поясницу. Вдох. И с выдохом опускаем локти вниз, опускаем лоб вниз и руки расслабьте. Сделайте глубокий вдох и длинный выдох. Повторим еще один раз, либо сфинкс, либо поза кобры. Если кобры, то попробуйте сейчас минимально использовать руки и сделать больше акцент на спину. Руки кладем на линии ушей, выдох, и со вдохом поднимаем голову вверх, грудь вверх, и только потом толкаем руками. Остаемся в этом положении 20 секунд, закройте глаза и почувствуйте хороший прогиб. Почувствуйте позвоночник совсем в необычном формате сейчас. И обязательно несколько глубоких дыханий. Молодцы, еще 5 секундочек. Вдох, и с выдохом спускаем живот, затем грудь и затем лоб. Поза компенсации – это кролик. Снова толкаем руками пол, колени пошире и свою спину хорошо вытягиваем. Почувствуйте, что сейчас спина абсолютно расслаблена. Сделайте 3 глубоких дыхания. Выдох. И со вдохом поднимаемся вверх. И так как сегодня уже второе занятие, то мы с вами сейчас сделаем первую перевернутую позу, которая называется Випарита Карани. И она является очень полезной для иммунитета, для гибкости, для того, чтобы сделать положительный стресс для своего тела, чтобы взбодрить его. И эта поза считается также омолаживающей и продлевающей жизнь. Но ее нельзя делать, если есть менструация сейчас. Так, ложимся на спину. Я покажу версию полную и облегченную для тех, у кого полная версия не получится. Випарита Карани выполняется таким образом. Ноги вверх, опускаем их немного за голову и руки кладем под таз, чтобы таз положить на свои ладони. Вот. В ней я могу спокойно разговаривать, шея расслаблена, но все тело оказывается в перевернутом положении. Если держать ноги 90 градусов вам тяжело, держите немного ниже. Для начала делаем 30 секунд. Закройте глаза, почувствуйте, как все ваше тело расслабляется, как голова, лицо снабжаются больше кровью. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выходим очень медленно. Ноги опускаются ближе к голове. И скатываем спину, позвонок за позвонком. Медленно опускаем вниз. Если вам тяжело держать ноги, таз на весу, вы можете использовать обычные пледы, одеяла или подушки. Сейчас покажу. Таким образом, лежим на спине, подкладываем что-то, да, например, несколько одеял под таз и поднимаем ноги вверх. Конечно, это вариация, но она дает немного больше эффекта, чем просто поднятые ноги. Выберите для себя удобный вариант и выходим также. Да, ноги спускаем, пледы убираем. После випарита карани можно сразу переходить к шавасане. Поэтому ложитесь удобно. Если у вас прохладно, укрывайтесь пледом, закройте глаза, и мы с вами выполним технику релаксации. Итак, мы начинаем шавасану. Ложитесь удобно, ноги пошире, руки пошире, ладони смотрят вверх. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких дыханий. Почувствуйте, как в этом положении ваше тело начинает расслабляться без всяких инструкций. Сделайте глубокий вдох и с выдохом расслабьте все мышцы в вашем теле. Затем все суставы. Все внутренние органы. И каждую клеточку тела. Позвольте себе абсолютно расслабиться. И представьте, что с каждым выдохом вы расслабляетесь еще больше и больше. Почувствуйте все ваше тело от стоп до макушки головы полностью расслабленным. Отдохнувшим, наполненным сил и энергии. И теперь переместите свое внимание в центр груди, там, где сердце. И сфокусируйтесь в этой части вашего тела. Если у вас получится хорошо сконцентрироваться, то вы почувствуете, как бьется ваше сердце, как двигается грудной отдел. А возможно, вы почувствуете тепло, поток энергии. Попробуйте понаблюдать за ощущениями. И попробуйте представить, что из центра груди начинает разливаться поток любви, энергии, который заполняет все ваше тело. Исцеляет, наполняет силой. Мысленно поблагодарите свое сердце за все возможности, что оно вам дает и стучит каждый миг вашей жизни. Почувствуйте эту благодарность внутри себя. И затем переместите свое внимание на то, как вы дышите, как воздух проникает в нос. Сделайте глубокий вдох, длинный выдох. И постепенно приготовьтесь завершать шавасану, не теряя этого расслабления. Пошевелите пальцами ног и пальцами рук. Соедините ноги вместе, руки вместе за головой, ладонями вместе. На вдохе вытягиваем все тело, на выдохе расслабляем.
И еще 2 раза. Вдох, вытяжение, выдох, расслабление. Вдох, вытяжение, выдох, расслабление. Повернитесь на правый или левый бок. Резко не вставайте после шавасаны. Медленно, не спеша садимся. Будем завершать занятие. Закройте глаза, почувствуйте свое ощущение после практики йоги. Возможно, вам стало легче, тело свободней, расслабленней. Попробуйте это осознать. И мы завершим занятие, споем с вами мантру Ом 3 раза, все вместе. Глубокий вдох. Соедините ладони вместе, почувствуйте тепло ваших рук и мысленно пожелайте здоровья себе и своим близким. На этом мы заканчиваем занятие йогой. Я правда очень рада, что вы занимаетесь с нами на этом канале. И есть еще одна хорошая новость. В сентябре мы запускаем онлайн-курс для преподавателей йоги. Ссылка будет в описании. Пожалуйста, всю информацию получайте там. С вами была я, Алина Ананди, студия Йоги Сфера для канала ProBeauty KZ. Будьте здоровы, занимайтесь йогой.